Песеры, с вами Морж, ну и, как я обещал, гайдовое видео по поводу токенов, навыков, переноса мастерства. Постараюсь вам объяснить, как это работает, как это максимально выгодно для себя использовать. В общем, я считаю, что такое видео будет полезно. Показывать я буду все это на ПК-версии, на мобилке у нас работает абсолютно точно так же. Просто здесь гораздо удобнее снимать, гораздо удобнее записывать звук, ну и гораздо более наглядно показывать. Напоминаю, что все полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии, моя личка в Телеграме с новостями. Нет, моя личка в Телеграме, конечно же, для доната с российских карт на мобилку, мой Телеграм-канал с новостями и чат, где ты можешь пообщаться с единомышленниками. Ладно, давайте смотреть, что вообще нам предложили и как это все работает. Начну я, пожалуй, с переноса мастерства. Вы потом поймете, почему. Дойду до токенов, и там тоже нужно будет использовать перенос мастерства. Смотрите, во-первых, нельзя прокачивать игроков из команды недели. То есть игроки, которые изначально прокачаны в максимум, да, которых вы не качали, их прокачать нельзя. Потому что перенос мастерства — это в первую очередь перенос опыта. Это стоит запомнить, их прокачать не получится. А вот, допустим, Габигола, которого нам выдали, мы нажимаем действия с игроков, тут есть у нас тренировка способностей, это у нас, собственно, использование токена, и перенос мастерства. Смотрим, нажимаем на перенос мастерства, его можно прокачать игроком, который уже имеет какой-то опыт. Но при этом, ребят, если дополнительных навыков у этого игрока нет, они ему не начислены, то никаких дополнительных навыков наш игрок не получит, к сожалению. Вот, допустим, хочу я его прокачать МБПшкой. Нажимаем подтвердить. Итого, мы видим, что уровень у нас поднимется до 26-го, но никаких дополнительных навыков он не получит, что хреново. А вот если у МБП будут дополнительные навыки, которых я поймал путем токена, то тогда он их получит. В этом на самом деле вся хитрость и кроется. То есть, перенос мастерства, да, это просто забор опыта с прокачанной карточки на непрокачанную, но если у нее нет дополнительных навыков. Если у этой карточки дополнительные навыки есть, то можно перекинуть и их. Поэтому, ребят, переходим к токенам навыков. Тут на самом деле все немножечко запутано, но я надеюсь, я объясню так, чтобы вы поняли. Тут собака слегка порылась, так сказать. В общем, вот есть у нас тренировка способностей, да? Можно добавить до 5 навыков игроку. Как вы видите, у Габи у нас 9 навыков, можно добавить еще 5. В чем проблема тренировки вот такой вот? Смотрите, если я использую токен навыка, то ему добавится любой рандомный навык. Причем в 21 части у нас навыки четко делились на навыки вратарей и навыки полевых игроков. И вратарь не мог поймать навык полевого игрока, как и полевой игрок не мог поймать навык вратаря. Сейчас же этого нет. Нас опять в очередной раз шваркнули. Вот представьте, в 21 части эта система была, она нормально работала, ее в 22 убирают, в 23 возвращают, при том, что у них уже готовая эта система есть, и, сука, ломают. Ну, это Konami, понимаете, тут руки хоть разводи, хоть не разводи. Это настолько гениальные гениаторы, что гениталии бы им понюхать. Вот так вот я все это дело сформулирую. Поэтому можно, конечно, в тупую на нем использовать этот токен навыка. Но ему выдаст рандомный навык. Причем он может быть вратарским. То есть вы можете ему поймать удар, там, высокий удар с рук, или убийца пенальти, как вы думаете, ему сильно нужен этот навык? Или условному вратарю вы поймаете обводку двойным касанием, или акробатику, вратари очень часто ходят в штрафную соперника, и, собственно, акробатически замыкают. Поэтому это не наш метод, вот это вот не делайте. Токенов навыков мало, и поэтому расходовать их надо с умом. А как их расходовать с умом, я вам сейчас постараюсь объяснить, ну, как я это понимаю. Итак, мы идем в контракты, и нам нужен самый дешевый игрок абсолютно без навыков. Берем список обычных игроков. И далее, так, сейчас фильтры мы сбросим по умолчанию, да. Такс, навык, игровой стиль, цена. Значит, нам нужна цена от 0 до 500 тысяч. Делаем назад, да. Блять, сбросилась. Извините, иногда, да, я ругаюсь, когда у меня не получается. И вот здесь мы находим игроков, которые, важно, что в этих игроках? Мало того, что мы их подписываем... тут, стопте, тут фильтр еще какой-то до сих пор работает. Как это неудобно. Так, фильтры. Навык игрока Рабона. Нет, не нужно мне навык игрока Рабона. Мне нужна цена 0,500 назад. И нажимаем готово. Ой, 0,5000, нажимаем готово. И находим самых дешевых игроков. Тут, кстати, сортировать можно вот по ценности игрока. Так, фильтры 1, цена от 0 до 500. А чё, тут есть по нулю игроки, на самом-то деле. Чё она мне не отсортировала? Так, ценность, ну, порядок. 4900. Тут же есть нулевые игроки, они должны быть. Я же смотрел.
Игроки, которые стоят 0. Ладно, давайте уберем вообще фильтры. Что-то оно мне не хочет выдавать. Мне нужны игроки за 0. Эй, ценность, цена. О, вот, игроки за 0. Да, значит, сортируем по цене, ребят. И находим вот Ломбарди, Верлани, Шмезер и так далее. Вот эти игроки нас и интересуют. Смотрите, что делаем. Смотрим, чтобы у этого игрока не было навыков. Вот условный Ломбарди, у него навыков нет вообще. Он нам подходит, причем он еще и стоит 0, поэтому за 0 ГП мы его, собственно, и подписываем. Вот так мне пафосно представляют игрока, который стоит 0. Хорошо, нас он устраивает. Дальше чего мы с ним делаем? Мы сейчас именно ему будем накидывать навыки. Объясню почему. И объясню, как это работает. Смотрите, во-первых, что нужно сделать? Его нужно изначально хотя бы прокачать. Мы делаем, значит, тренировку для повышения уровня и хотя бы там 1000 опыта в него вкидываем, чтобы им можно было прокачать нашего игрока, который нам нужен будет в дальнейшем. Дальше. Нажимаем тренировку способностей. У него навыков, как вы видите, нет. И сюда мы закидываем какой-нибудь навык. Да, он выдаст рандомный. Выдает мне блокировщик. Повышает шансы игрока заблокировать пасы и удары соперника. Окей. Естественно, оттянутому форварду он не нужен, но мы его будем использовать в переносе мастерства. Давайте смотреть, кому из моих ребят может понадобиться навык блокировщик. Давайте по общему рейтингу мы сортируем, и нам нужен либо опорник, да, либо центральный защитник, которому этот навык пригодится. Да, Йонг, кстати, ты у нас как, да, подвержен он переносу мастерства, а что у тебя с блокировщиком? Значит, у него есть обводка двойным касанием, проброс между ног, отскок от опорной, одиночный контроль, игра пяткой, пас касания, пас разрез, пас на ход, подкрутка шведка, хитрость. Отлично, блокировщика у него нет. Поэтому мы нажимаем перенос мастерства, находим нашего Ломбарди, которого, и смотрите, у нас дополнилось, видите, дополнительных навыков 1. То есть, если я этим игроком тренирую моего Де Йонга, ну, он получает опыт, ладно, опыт это не суть важно, важно, что он получает навык блокировщик. Я надеюсь, вы поняли, к чему я веду. Берете нулевых пациентов, на них тратите вот эти, собственно, токены навыка, вот, и потом уже под вот навык, который вам выпал, выбираете игрока, которому вы хотите его присвоить. Да, 259 тысяч это будет стоить, но так гораздо логичней. Вот, пора выводить улучшенного игрока на поле, смотрим дополнительные навыки, и вы видите, получает он в дополнительных навыков навык блокировщик. Я думаю, систему вы поняли. То есть, если вы просто на игрока будете накидывать этот токен, то вам выдаст рандомный навык. А если он, и, кстати, может выдать навык, который у него уже есть, и вам просто напишет: ну, сорян, у него такой навык уже есть, поэтому вы просто просрали токен. Токенов мало, поэтому я вам показал систему, как их расходовать максимально с выгодой для себя. Берете нулевого игрока с абсолютно без навыков, ловите на него навык, а потом уже выбираете, какому своему основному игроку вы этот навык будете прокачивать. Вот такая вот примерно система. Надеюсь, я достаточно подробно и популярно вам все это дело объяснил. Надеюсь, вам все это дело понятно. Вот, допустим, хочу я перебросить этот навык на Локотеле, я не знаю, блокировщик есть у него? Нет у него блокировщика, да? То есть, смотрите, я могу опять же сделать перенос мастерства, взять Де Йонга, вот, и с него потом этот же навык блокировщик перекинуть, собственно, на Локотеле. Ну, при этом, конечно, карточка, которую вы используете для тренировки, она, естественно, сгорает. Вот такие вот дела. Пиши, помог, не помог. Просто даже твоего спасибо в комментариях будет достаточно. Я разбирался, я старался. Надеюсь, я до вас доношу что-то полезное. На этом, ребят, прощаюсь. Следующее видео будет завтра. Как всегда, Морж, как всегда. Пока-пока.